Самый эмоциональный момент за 2 года, я думаю, это вторая игра по Эфталону на прошлом инте, когда мы проигрываем 1-0 и выигрываем игру мертвую просто, вторую карту, где у нас Висму Эрте Пуч 3. Это была такая самая эмоциональная игра. Самый эмоциональный момент за эти 2 года — это когда мы камбэкнули игру против Талон на прошлом инте. Это была очень сложная игра, но мы выиграли. Для меня лично луз с Гладиатором на Риаде, ну, либо луз против Азурей. Ну, это типа из негативного. Ну, вспомните из позитивного, наверное, просто вин против Авроры в там часовых играх и победа над Nine Pandas на Риаде. Ну, хорошие моменты были эмоциональные, это на Бирмингеме. Я думаю, когда мы выходили на сцену, вот. Там было приятно стоять на бэкстейже, потом выходить. Наверное, этот момент. Игра против Тундра на Бали за топ-6, где я на Snapfire играл. Да, самый тяжелый момент, если честно, был вообще еще там 1,5 года назад, когда у нас вот это была вся тема, что у нас мог быть типа дисбанд, когда мы роли меняли с Пьюром и Егором, вот тогда было бы тяжелее всего. Типа. И тогда еще Ваньку визу не дали в Берлин, вот вся вот эта тема. Самый тяжелый момент — проигрыш на прошлом интернешнале Азурей против команды, которой мы довольно-таки уверенно себя чувствовали, что мы зайдем и, скорее всего, выиграем без шансов. Но мы по итогу проиграли, и это было очень обидно. Ну еще проигрыш Спиритом на Риаде в прошлом, когда у нас преимущество огромное было, это тут, наверное, тоже. Ну, сложно, наверное, на Риаде, вот последним был. Мы там очень плохо играли, была плохая атмосфера, там, где мы топ-6 заняли, проиграли в Истундра. Но как-то смогли выкарабкаться и там кого-то повыигрывать даже. Тяжелый самый был на Риаде, когда мы играли уже где-то в середине турнира, когда мы много проиграли уже карт, там первые матчи. Ну, была очень напряженная, очень тяжелая, да, здесь все люди там думали о чем-то другом, и в целом игра не клеилась вообще. Наверное, поражение на Риаде. Ну, не на этом, который прошлый год, думаю, тогда было прям супер обидно. Ну и на самом деле еще поражение Азурей, я думаю, супер обидное было. Самый запоминающийся тимтолк. Не знаю, пусть будет тимтолк после инта прошлого, где мы тимы собрались, ну и с руководством еще и был тимтолк. Вот я помню. Просто мы обсуждали типа будущее состава, вот он мне запомнился. Ну, может быть, тимтолк после инта прошлого года. Деталь, которая запомнилась, будут ли продолжать дальше играть Pure и Nightfall вместе. Просто после последнего интернешнала, не этого, до этого просто у нас был там тимтолк командный там с каким-то руководством, где все там сидели, высказывали свои мысли, типа говорили, типа какие у них планы, как кто видит продолжение става, типа сохраняем ли став или нет. Вот там сейчас было все, если я не ошибаюсь, вроде близко к тому, чтобы уже после 10-го инта, то есть после последнего инта уже типа, ну, была типа мысль, что вот, ну, и как бы, ну, такое понимание даже у некоторых, что не сохраняем став, но по итогу типа только после Куала-Лумпура типа произошло. Ну, тимтолк на Бирмингеме после него был довольно запоминающийся. Уже думали, как мы будем улучшаться, как будем, какие у нас планы, то есть, что, ну, не планы, а, конечно, у нас играть следующий сезон, но уже думали, вот. Потом на Риаде тоже были хорошие тимтолки и со стороны морали, вот. Уже, ну, пытались сделать выводы. Ну, на Риаде мы обсуждали вопросы о какой-то там мотивации и так далее, то есть, ну, потому что мы приехали, там уже на тренировках много проиграли, уже там не с лучшим настроем приехали на турнир. Вот. Ну и потом уже поговорили, сказали, что мы можем хорошо играть. И ну, мы так как бы все в это верят. И вот мы это больше обсуждали. Да, все запоминающие, но самый запоминающий, наверное, был это, где пицца-пати после инта была у нас, которые... Пусть будет Бирмингем, наверное, где мы дошли до финала по верхней сетке. У нас была хорошая атмосфера. То есть атмосфера в команде фулл зависит типа от результата. Ну, это база в доте, что у тебя атмосфера в команде зависит от побед. Если твоя команда проигрывает, то тяжело поддерживать хорошую атмосферу. Наверное, пусть будет прошлый ряд. Ну, первый ряд вот, в прошлом году. Ну, Бали мажор, я думаю, была типа хорошая атмосфера, там ГГ проиграли в финале.
И после этого, ну, мы типа считали, что у нас хорошие шансы на типа победу на Бали. Ну, после этого, если не Бали, то вот на этом Бирмингем-мажоре была плюс-минус хорошая атмосфера. Бэтбум-дача, наверное, в Дубае. И думаю, на самом деле на Инте в Америке был пиздатый вайб, хоть там и было супер дохуя проблем, но когда мы на арене играли, все же было супер. Я не знаю. Узнаем скоро. А что будет дальше, непонятно. Неясно, и у меня у самого вот есть мысли, поэтому не могу пока сказать на 100%. Что будет дальше, не могу сказать точно, но, скорее всего, очевидно, в этом составе мы не продолжим, типа, играть. Много есть каких-то конфликтов там между, типа, людьми. Про меня конкретно не знаю, типа, что будет, посмотрим, но вообще хотелось бы там поиграть где-то в ЮУ, скорее всего. Но посмотрим, какие будут, как бы, возможности и как все сложится. В следующем сезоне, честно, не знаю. Скорее всего, будут какие-то изменения. Вот. Но есть шансы, что все останется как есть. Но у меня планы перед сезоном отдохнуть, провести работу над собой, может, менталки что-то придумать в ментальном плане, там, может, психолога посетить или что-то такое. Вот так в целом провериться, здоровье проверить, там обычный чекап, все, и дальше играть. У меня планы взять перерыв на 2 месяца. Ну, состав точно будет другой, и непонятно, буду ли я в нем, так что остается мне только ждать.